ребята стоят отойти от советских позиций. И вот какие находки можно найти. Немецкие регалии, награды. Здесь состояние довольно-таки неплохое. Здесь песочек, грунт. Замечательный пехотник. Иголочка целая. Ну, цинк, конечно, поеден. Куда без этого? Вангую, что граната F1. Проверим, прав ли или нет. Что же это у нас? Прикиньте, дискриминация на F-ке. Вот такая граната. Без пробочки. Так называемый блокадный штык винтовки Мосина. Совсем верховой. Он раскопнул, посыпались патроны в обоймах в количестве. Патроны просто горами попадаются. Причем они здесь такие. Состояние у них довольно-таки красивое. Пачками. Маленькую горку уже накопал в обоймах. И вот такой сигнальчик опасный. 50-миллиметровая советская мина, видимо, не сработала, да. Видно по сколу детонатора бакелитового. Видимо, по скосу как-то пошла. Ну, положим ее обратно. Посмотрим, что у нас тут. Там верховое, смотрите. Граната РГ-42. С отверстием, как будто кто-то выплавлял. Состояние, конечно, красивое. Без детонатора. В родной краске, наверное, будет. Знак заранения тоже часто встречается. Красота. Надо Газаева ограбить на щеточку. Почистить. Вот такие награды на кителе висели у немца. И он их благополучно потерял. Либо скинул перед пленом, может быть. Можно строить разные догадки. Подсумки советские. Да, давно мы уже не встречали верховую кожу такую.
Ну, только немецкие станки по сумкам бывают встречаются. Советские я вижу первый раз за последние лет 5 или 6. Приоткроем. Пам. Сухие. Зелененькие. Это не очень. Короче, красота. Вторая часть. Надо проверить, может там что-то еще лежит. Или боец. Как будто не намокали никогда. Сухие. Мельхиор. М? Мельхиор. Думаешь? Уверен. Не знаю. Может быть. Видишь насечки? Ну да. Ну, по-моему, с насечками такие есть обычно. На мегафоне есть. Роутер единственное. Я мегафон выключил. Здесь второй у меня есть, но... Ладно, значит, слава богу, добей. Так, это у нас ребра чьи? Ребро этот идет. А, все его получается. Не, мы ребра выложили все, Юра. Его. А, это, конечно. Это Другой называется. Ну да, да, да. Может, и его ребро. Да? Да его, скорее всего. А что еще? У того там ребра. Ну давай вот сюда. Ребята, вы посмотрите, какая красота. Рожок. Магазин от МП. В каком поразительном состоянии. Пустой, отстрелянный. Где-то тут притаилась, возможно, МПшка. Хотя он отстрелял и выкинул, наверное. Твой трофей будешь забирать? Пока довезла. Зато запас активированного угля на долгие годы. Отличный диск для пулемета Дегтярева. Идеальный просто. С патронами, по-моему. Конечно, беда. Смотри, прогнил. Он настолько крепкий, что его даже откручивать не надо, скорее всего. Да, не придется. Секунду.
Здесь такой интересный позицион. Я решил бомбануть ячейку одну. Закопался глубоко. Где-то метр с чем-то. Там на дне цинк с патронами. Точнее, ящик. Не знаю, как видно будет. Вот здесь идет дерево. Там куча патронов. Один за другим. Оп. Сейчас посмотрим с вами. Вдруг там что-то еще есть. Маузеровские патроны 8,57. Им, конечно, печаль в песке. Ох, как они присохли-то. Выстрелом мы сейчас его подденем. Ничего страшного. Что-то он не особо хочет поддеваться. Оп, захрустел. Ничего страшного. Даже форму сохранил после того, как доску стяли из-за патронов. Патронов здесь капец. Смотрите, какая красотка. То ли зажигалка, то ли какая-то масленка. Не понять. Здесь, походу, цепочка была. Но здесь пробочка, и здесь маленькая пробочка такая откручивалась когда-то. Не знаю, что это. А, точно, масленка. Да? Там внутри, смотри. Кисточка. Да, внутри, смотрите, кисточка. Смотрите, какой красавец. Агитационный снаряд. Тут 76 получается? 82 миллиметра. 82. Точно. Главное, готовый макет. Нашли в разных концах хвостик. Центральная часть. Был бы он сохранен хвостик все-таки. Был бы тоже круто. Ну, я не знаю, кто из них лучше. Да не, лучше тут хвостик. Там совсем поверхность. Там чисто Карелия такая. Юра, а здесь зато чисто родные проточки все сохранились. Я уверен, что раковин на них не будет. Это родной металл. Ну, слой, потому что слез верхний. Не слезал.